Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю очень вкусный, праздничный, я бы даже сказала, вполне себе королевский обед для всей семьи – судак, пожаренный в растительном масле, потратив на это всего лишь 25-30 минут. Пожаренная рыба? Что же в нем королевского, подумаете вы? О, нет! Это же судак, его величество, так плюс еще с пожаренными панированными кубиками картошки, с очень вкусной закуской, красный лук с зеленью, гранатом, к тому же завершающей изюминкой наршараба. Красота! Итак, мне понадобится 6-7 кусков рыбы. У меня судак, можно взять сазан. 2 столовые ложки муки, 1 штука красного лука, по полпучка кинзы и укропа, гранат, он у меня большой, поэтому я беру его 1/4 часть. Если же у вас гранат маленький, то можете положить целиком. И, конечно же, картошка. Я беру 6 штук, а вы уже по своему усмотрению. Также понадобится соль, черный перец, сумах, он же барбарис, сухая зелень. У меня сушеная мята, можно брать другую зелень, например, сушеный базилик, и растительное масло, естественно. У меня рафинированное, можно взять деревенское, так даже получится еще вкуснее. Но вот беда, дети не любят его запах. А масло у меня ушло 1/3 стакана. Рыба у меня нарезанная. Сегодня в гастрономическом отделе любого маломальски нормального супермаркета оказывают такой сервис, как почистить чешую рыбы и нарезать. Спасибо им за это. Честно говоря, благодаря такому сервису я уже давно забыла, когда последний раз чистила рыбу. Конечно же, приходится что-то подкорректировать, но в целом это не сравнится с трудом советских хозяек. Сегодня же нам остается всего лишь подсказать продавцам, для чего берем рыбу. Для ухи, для духовки, жарки или просто посолить. Кстати, на моем канале вы можете найти видео, как я готовлю малосольный лосось и семгу. Этим рецептом со мной поделилась моя сватья, за что я ей очень благодарна. Малосольный свежий лосось, приготовленный по этому рецепту, получается очень вкусно, а по семейному бюджету вполне себе экономно. Возвращаемся к сегодняшнему дню, а то судак уже заждался. Сковородка уже на плите, куски рыбы солю, перчу, добавляю сумах, затем панирую в муке и кладу в горячую сковородку с маслом. Чтобы жареные куски получились с коркой, не закрываю крышку, а чтобы масло не брызгало по сторонам, сверху кладу специальную сеточку для жарки в сковороде. Многие из вас наверняка согласятся со мной, что тайм-менеджмент важен не только на работе, но и дома, особенно на кухне. Если к тому же правильно делегировать обязанности, и тогда, как конечный результат, мы получаем дома чисто и аккуратно, в холодильнике всегда есть нормальный полноценный обед, все домочадцы довольны, а мы, хранительницы домашнего очага, счастливы. И к тому же достаточно времени можем уделить себе любимой. Так вот, пока рыба жарится, не теряя времени, готовлю картошку к выходу. А именно, очищаю от кожуры и мою ее. С помощью специального кухонного гаджета я с этим справляюсь достаточно быстро. Поэтому кладу картошку в воду, чтобы она не почернела. Огонь на плите достаточно большой, чуть больше среднего, и поэтому буквально через 6-7 минут переворачиваю рыбу на другую сторону. Буквально через 3-4 минуты после этого начинаю резать картошку кубиками размером 2 на 2 сантиметра. Можно соломкой, конечно.
Но так как у меня картошка кенигсбергская рассыпчатая, боюсь, тонкие кусочки не выдержат термообработку, да и кубиками нам, честно говоря, нравится больше. Все, снимаю рыбу с огня. Картошку можно жарить на другой сковородке, а я же продолжаю жарить в той, что жарила рыбу. И вопрос даже не в том, что мне лень или я хочу экономить время. В сковороде все еще остались не только пряности и даже остатки муки от рыбы, что придает картошке панировочный эффект и делает ее более хрустящей. Дети от этого в восторге. Когда моя дочка была маленькая и не очень любила рыбу, благодаря именно картошке, жареной вот в таком репертуаре, мне удавалось поторговаться с ней. Рыба плюс бонус. Возвращаемся к сегодняшней жизни. Пока жарится картошка, с соломкой режу лук, чуть-чуть солю, кладу сумак и нарезаю зелень. Можно даже не совсем-то мелко. Выжимаю сверху гранат, оставляя все ягоды от него прямо на месте. Абсолютно все. Те, с которых удалось выжать сок, и те, что остались целенькими. Вот такое художественное безобразие, по мне, очень даже красиво и безумно вкусно. Честно говоря, несмотря на то, что я потратила на его приготовление всего ничего в плане времени, предпочитаю готовить такой обед по выходным. Объясню почему. Дело в том, что я, как правило, готовлю обед и ужин сразу на 2-3 дня. А такой обед повторным согреванием не то чтобы не нравится, но просто вот хрустящая корочка рыбы и картошки нам больше по душе. Вуаля! Легкие в приготовлении, очень вкусные. И несмотря на то, что достаточно много получилось жареного, осмелюсь сказать, что полезный обед для всей семьи готов. Да, полезный. Стоит загуглить, и вы убедитесь в том, что каждый из присутствующих ингредиентов содержит огроменный букет микроэлементов. Только сама рыба и гранат чего стоят. Попробуйте приготовить такой обед, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Это блюдо украсит не только семейный обед, но и любой званый ужин и застолье. А все вместе выглядит очень красиво и просто по-королевски богато. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В каждый понедельник и пятницу новые видео на азербайджанском, а в среду и воскресенье на русском. Не пропускайте. Уверяю, вы найдете много интересного на моем канале. Пока-пока и до новых встреч!